Взломщик. Музыкальная комедия на тему брака. Lass mich einmal deiner Carmen sein, nur einen Tag, nur eine Stunde. Lass mich mal in deinen Armen sein, mit meinem Mund an deinem Munde. Liebst du mich nicht, kannst auch erbarmen sein, mach mir was vor, mach's ganz mechanisch, nur lass mich einmal deine Carmen sein und küss mich mal auf Spanisch. Ole. Lass mich einmal deine Carmen sein, nur einen Tag, nur eine Stunde. Lass mich. Алло. Эжен Дюмонтье слушает. Лаборатория механических кукол и подобных им изделий. Что? Кто вам нужен? Гер Амадей? Я не знаю никакого Амадея. Сожалею, но вы ошиблись номером. Пожалуйста, не вешайте трубку. Вашего нового слугу зовут Амадей. 10 лет подряд все мои слуги носили имя Жан. Так что я могу вам позвать только Жана. Фройлен Гортензия, слугу просят к телефону. Жан! Жан! Один момент, фройлен Гортензия. А вы бы не могли поторопиться? Фройлен Гортензия, я специально выбрал для себя спокойную работу. Не торопите меня, у меня слабое сердце. Если вам здесь не нравится, вы вольны уйти. Прошу. Амадей слушает. Но Жан! Простите, но я должен назвать себя по телефону Амадеем. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ты с ума сошел? Мы на пороге большого дела, а ты не оставил сообщения для меня. Прошу прощения, Гер, но не было никакой возможности. Просто скажи мне, что там. Эта старая неряха в самом деле не заметила, что все твои рекомендации поддельные. О нет, Гер, дама осталась очень довольна моими рекомендациями. Слушай, Амадей, мне нужно знать следующее. Много ли у фрау Дюмонтье ювелирных изделий? Так, они у нее есть. Очень хорошо. Тогда идем дальше. Ты уже настроил микрофоны? Отлично. Почему ты кашляешь? Ты что, простудился? Нет, сударь, это просто ваши глупые вопросы. Немного меня смущают. Прекрати дурачиться. Мы рискуем нашими шеями, а ты? Как вы можете так меня расстраивать? Я отказываюсь это терпеть. О боже, Мое сердце. Что с вами? Алло, что ты там делаешь? Воды. Воды. Сейчас, Жан, сейчас. Ты идиот. Хочешь пустить полицию по нашему следу? Старая корга почти все подслушала. Ну да, микрофоны уже настроены. Я все могу подслушивать на вилле. Так что все в порядке, я дам знать.
Гортензия? Гортензия. Фролин Гортензия, поторопитесь, пожалуйста. Что я могу для вас сделать, фрау? Гер Сереньи будет у нас обедать. Вот как? Но я не уверена относительно Гера Дюмонтье. Но в таком случае я сама управлюсь, и вы можете уйти. Гер Дюмонтье нанял меня на всю жизнь. Я тоже. Что за ужасный человек? Она постоянно мне действует на нервы. У вас есть спички? Ой, извините, конечно, есть. К тому же... Вот. Спасибо. К тому же она прежде думала, что мой муж женится на ней. Это смешно, не так ли? Просто увольте ее. Вам легко говорить. Мой муж строго запретил мне. В течение 10 лет она штопала его носки. Она всегда пунктуальна и делает все так, как он хочет. Так что я заодно вышла замуж и за нее тоже. И при этом, фрау, вы так мучите человека, для которого вы все, который думает только о вас, и который мечтает только о вас. Ах, теперь я понимаю. Так приступайте к сути дела. Что я могу в итоге получить от этого? Я не совсем понял, фрау. Зато я поняла. Через несколько минут вы встанете с таким выражением, которое бывает у кота во время грозы. Сначала вы глубоко и неловко вздохнете, затем вы скажете мне со сложенными руками, что не можете больше без меня жить. Вовсе нет. Потом прижмете руку к своему сердцу. Но, фрау, а разве это не так? Да, нет, да. Смотрите, теперь вы даже хотите броситься передо мной на колени. Нет, у меня не было ни малейшего намерения. Этот метод уже устарел от чрезмерного употребления. Так что он бесполезен, к сожалению. Видите ли, мой милый Сереньи, есть 3 типа мужчин. Первый – это те, за которых выходят замуж. От них вы получаете деньги, банковский счет, они дарят вам золото, жемчуг, большие бриллианты. Они также платят по счету портнихи. В этом отношении мой муж почти образцовый пример. Мужчины второго типа – это те, с которыми вы можете сыграть в бридж, в гольф, пойти в театр, потанцевать танго. И я принадлежу к этому второму типу, частично. С вами можно только танцевать танго, играть в бридж. Ну а третий тип? Третьего типа не существует. Вам далеко до такого типа. Посмотрите на эту картину. Ее написал Валье. Вы знаете, это знаменитый спортивный художник. Да, разумеется. Мой муж купил ее для меня за 600 000 франков. Тарера Гранады. Смотрите, это и есть один из представителей третьего типа. Он немного от распространенного типа, но в нем что-то есть. К сожалению, у вас этого нет, гер Сереньи. Я жду одного единственного. Того, кто поведет себя как истинный мужчина. До сих пор не было никого, кто бы мне на самом деле понравился, но я уверена, что он придет. Вы на него не похожи, потому что вы слушаете меня слишком прилежно. Lass mich mal in deinen Armen sein, mit meinem Mund an deinem Munde. Liebst du mich nicht, kannst auch erbarmen sein. Mach mir was vor, mach's ganz mechanisch, nur lass mich einmal deine Carmen sein. Und küss mich, mal auf Spanisch. Ole!
Da kämpfe ich nicht gern mit Stieren, doch für sie fange ich noch heute an. Man muss solche Нужно Sachen взять это на notieren, заметку die man и später использовать. gut gebrauchen kann. Jetzt Теперь я могу давать показания в суде. У Дюмонтье имеется причина для развода. Gnädige Frau, Sie müssen mich erhören, denn sonst weine ich mir die Augen wund. lass mich Einmal dein Torero sein, für einen Tag, für eine Stunde. lass mich Mal in deinen Armen sein, mit meinem Mund an deinem Munde. Gern will ich wild wie Kaiser Nero sein, für einen Blick, für ein Erbarmen. Nur lass mich einmal dein Torero sein und küss mich mal als Carmen. Oje! Ну ничего себе! Willst du endlich meine Carmen sein? nicht einen Tag, nicht eine Stunde. Morgen wird Тем не менее, завтра она окажется в его объятиях. mit ihrem Mund Их губы an сольются. deinem Munde. Der Gnädige, Он завладеет ее сердцем и не будучи похожим на Нерона. wenn das Если он узнает об этом, он будет бушевать, подобно сатане. Lass mich einmal deine Carmen sein und küss mich mal auf Spanisch. Ole. Herr Dumont, Гер Дюмонтье, Гер Дюмонтье, es ist soweit. пора. Вы ошибаетесь, Гортензия. Время еще есть. До обеда еще четверть часа. Как обычно, в первом часу. Но, Гер Дюмонтье, я говорю о чем-то совершенно ином. Ваша жена обманывает вас. С кем? С Гером Сереньи. Вы снова ошибаетесь, Гортензия. Но я слышала это своими ушами. Гер Сереньи полностью исключается. Он не боксер, не тореадор. Он не какой-нибудь диктатор. У него даже не хватит таланта, чтобы быть убийцей. Он не романтический герой. Таким образом, у него нет ни единого шанса с моей женой. Но, Рене, пожалуйста, дайте мне хотя бы один шанс. Я у вас обедаю, и вы могли бы предложить мне чашечку чая. Das sieht mein Mann Моему nicht мужу gern. это не понравится. Но, фрау, есть места, где ваш муж не увидит вас. Я не имею в виду здесь, в пригороде. В Париже, фрау Рене. На тихой, пустынной улочке. В старом, уединенном доме. Haben У Sie вас eine там kleine есть небольшая меблированная квартирка мечты, только для меня. Откуда вы знаете? С пышными подушками dunklen Vorhängen, и темными шторами. С граммофоном, со сладким ликером. Нет, с портвейном. also gut, Хорошо, пусть с портвейном. aber Но без меня. ohne mich. Mein Мой тип номер 2. О, фрау Рене, подумайте об этом, пожалуйста. Не спешите сказать «нет». У меня даже есть сюрприз для вас. Там на стене висит волье, подлинный волье, за 400 000 франков. Летчик над океаном. Wenn Sie schon Если вы швыряете свои деньги на ветер, по крайней мере, сохраните свою жизнь. Так ведь у меня нет другого выхода, кроме как... Жан! Жан! die 3 Minuten Мы обедаем через 3 минуты. Хорошо, фройлен Гортензия. Обед будет через 3 минуты, фрау. Отлично. Хорошо, фрау. А теперь сделайте мне одолжение и снова ведите себя как здравомыслящий человек. klopfen Sie sich vor allem И вытрите колени. Моего мужа это всегда раздражает. Прошу прощения, я на минутку.
Обед подан. Мой дорогой Гер Сериньи, очень рад вас видеть снова. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Очень мило с вашей стороны. Вы испачкали колени совсем немного. Жан, скажите фрау, что обед готов. Хорошо, Гер Дюмонтье. Это борьба, которая требует много энергии. Мир тенниса редко видел нечто подобное. Мощные мышцы не дают мастеру уставать. Мячи со скоростью молнии зарабатывают ему очко за очком. Его противник долговязый, но быстрый и гибкий. Он отлично отбивает. На напряженные тела игроков устремлены 5000 очаровательных женских глаз. Но вот мастер приступает к делу. Сила его ударов растет. Форхенд, удар слева, удар справа, удар слева. И полный успех. Фрау, не мешайте мне. Итак, счет 4-5. И снова перерыв. Мастер подбодряет себя стаканом лимонада. Не желаете ли бокал портвейна перед обедом, Гер Сериньи? Нет, спасибо. Я бы не хотел начинать без хозяйки. Это все из-за моей жены. Она очень тактична, но при этом очень непунктуальна. О, я буду ждать ее с большим удовольствием. Я сожалею, но фрау делает физические упражнения. Ровно 1 час и 3 минуты. Могу ли я вам предложить сардины? Нет, спасибо. Не хочу быть невежливым по отношению к вашей супруге. Такая вежливость ни к чему. Отведайте хотя бы икры. Нет, спасибо. Прошу вас принять мой совет, поскольку фрау Рене... А может, салат из шампиньонов? Лучезарная и яркая, всегда смеется и еще так молода. И ей не место в вашей... Тогда заливной язык. Она не вписывается в вашу кукольную мастерскую, Гер Дюмонтье. Яичный майонез. Она ангел, слетевший с неба. На эту жалкую земную твердь. Она так очаровательна, нежна, так женственна. Одним словом, она является кусочек холодной индейки. Она будто палящее дыхание воздуха, прилетевшее к нам из горячей Испании. Парочку каштанов. В своем божественном призвании к славе она Кармен. Конечно, хотя она блондинка. Тогда она спела что-то для вас? Да. Простите? О, нет. Что это такое? Мое последнее изобретение. Музыкальная тарелка. Если разговор заходит в тупик, нужно просто нажать на эту кнопку. Посмотрите. Очень мило. Такое очень часто покупают, особенно люди, которые состоят в браке более 6 недель. Ну, у вас удачный брак. А почему вы, собственно, женились? Из-за любви?
Моя жена, кстати, тоже. Она хотела интеллектуального и видного мужчину, а я хотела живую маленькую куклу. Но брак изменил нас. Теперь же она считает меня несколько поглупевшим. А я считаю ее... Ну да ладно. Я знаю, что уже год, как она ищет себе любовника. Так вы позволили бы ей уйти? Да. Но только если я смогу снова выдать ее замуж. Прошу прощения. Если быть уж совсем откровенным, мой дорогой Сереньи, я ищу мужа для моей жены. Хочу сразу же прояснить, мой дорогой Сереньи. Если бы я узнал, что у моей жены появился любовник, я бы застрелил его без лишних слов. Да, конечно. Почему не подождали нас? Приятного аппетита. Все очень вкусно. Дитя мое, я же тебе говорил никогда не опаздывать. А я уже говорила, что мне никто никогда не указывает. Что это? А ты посмотри. Позвольте мне помочь вам, фрау. О, какая красота. Выглядит очень красиво. Нажми кнопку. Lass mich einmal deine Carmen sein, nur einen Tag. Nur eine Stunde. Ты еще и дразнишь меня моей любимой песней. Но я всего лишь хотел порадовать тебя. Ты хочешь меня не порадовать, ты хочешь меня только воспитывать. Могу ли я предложить вам сардин? Спасибо. Я уже потеряла весь аппетит. Ничего, кроме занятий, дни напролет. Я сыта этим по горло. Но, детка, прояви немного уважения к нашему дорогому гостю. А ты не срами меня перед нашим новым слугой в первый же день. Я не слушаю, фрау. Очень любезно с вашей стороны, Жан. Но вы будете слушать. И вы тоже, фролин Гортензия. Теперь и я потерял аппетит. Сидите, герр Сереньи, вам тоже будет интересно узнать. Пожалуйста, фрау, не расстраивайте герра Дюмонтье снова. Вы не моя гувернантка, вы домашний дракон. Я запрещаю тебе оскорблять Гортензию. А я запрещаю тебе запрещать мне что-либо. Я не желаю все время учиться. Я больше не ребенок. Даже если я останусь дурой. Но Рене... Да, я просто хочу делать то, что мне хочется. Я хочу смеяться. Мне нужна жизнь. Мне нужна бодрость. А больше ничего? Да. И что-то еще. Счастье. И я клянусь, что я найду его. И если мне предстоит прожить здесь всю жизнь, то я предпочту выброситься из окна. И я сделаю это за минуту до часа дня. Так что ты сможешь приступить к обеду вовремя. В этом доме только один этаж, так что ты сильно не ушибешься. Я не могу больше терпеть это. Разве вы не видите, как вы расстраиваете Гера де Монтье? Он всегда сохраняет спокойствие, и это меня как раз и бесит. А ты ждешь, что я начну кричать, как ты? И Гортензия тоже. Я могу оказать вам эту услугу. Но от меня ты этого не дождешься. Я кричать не буду. Я спокоен и внимателен. Тебе не нарушить мой покой. Я так и не пообедаю. Ну, с меня достаточно. Я больше терпеть не намерен.
Мне обещали тихий дом. Прошу прощения, Гержан. Да, пожалуйста, гер Дюмонтье. Мне пора на фабрику. Если вы хотите провести еще один приятный и тихий час в моем доме, мой дорогой Сереньи, моя жена очень любит играть в бридж. О, я знаю. До свидания, дитя мое. Что хорошие дети говорят, когда папа уходит? До свидания. Извлеки из этого урок. Гер Сереньи, гер Дюмонтье. Сереньи? Да, фрау. Где та квартира? На улице Тур-де-Дам, номер 37. Я буду у вас к 4. Спасибо. Нет, наши отношения начнутся только с 4 часов. Но я восхищаюсь вами, фрау. Я восхищаюсь вами, вы же знаете это. Нет. Это невозможно. Это никак невозможно. Но в чем дело? Просто потому, что вы злитесь на вашего мужа, вы бросаетесь в объятия первого встречного. Но самое главное для вас, то, что я выбрала именно ваше объятие. Мой дорогой Виктор. Виктор. Мне даже неловко. Но все это так внезапно, и я все еще не могу поверить. У меня прямо голова кружится. Вы себя хорошо чувствуете? Да, да. Я на 7-м небе, но... Это принадлежит вашему мужу? Чемпионат в Монте-Карло, 1925 год. 99 пораженных мишеней из 100 выстрелов. Теперь я понимаю. Вы испугались? Нет, нет, я не боюсь, но ваш муж имеет такие старомодные взгляды о неверности и стрельбе по любовниках. Будьте уверены, он говорит это всем. Ну, тогда все в порядке, фрау. И к тому же это не имеет значения. 1 час с вами в моей уединенной квартире за это и смерть не будет слишком дорогой платой. В 4 часа, Рене. А вы будете пунктуальны или снова займетесь гимнастикой? Ну, вам будет лучше сейчас уйти. Да, конечно. Так что до свидания, фрау. До свидания. Я так счастлив. Я ужасно счастлив. До свидания. Чуть не забыл спросить. Вы предпочитаете ликер или портвейн? О, как вы привыкли. Это первый раз, когда я обманываю моего мужа. Я не знаю, что пьют по такому случаю. Ну тогда портвейн. До свидания. И не забудьте, улица Тур-де-Дам, номер 37, 1-й этаж справа. До свидания. Я так счастлив. Я так счастлив, так счастлив. Сигюр 3989. Алло, это ты? Это Амадей. Много украшений.
Самый большой камень 10 карат. В 4 часа. Улица Тур-де-Дам, 37. Первый этаж. Справа. А волье стоит 400 тысяч франков. Но будь очень осторожен. Не беспокойся, никто меня не поймает. Мими, что это за шум? Это от дантиста по соседству. Но слышно не все время. К большинству из них он применяет хлороформ. Хороший район для любви. Вы ждете гостей? Да, придет дама. Отнесите это в соседнюю комнату. Турецкий номер. И поставьте на маленький столик перед большим диваном. Но держите рот на замке, а не как в прошлый раз. Она думает, что у меня есть квартира. Но барон только одолжил вам ее, пока он за городом. Зачем вы плетете небылицы вашей даме? Она замужняя женщина и не посещает чужих квартир. Но она приходит к знакомым. Да, если она придет. Она придет. Она придет. Она придет. Она придет. Она придет. Вот увидите, что она не придет. Так, по-вашему, она не придет? Она непременно придет. Я уже и так вижу, что она не придет. Я даже слышать об этом не желаю. Она непременно придет. Она придет. Ах, боже мой. Ну что теперь? Я использовал нафталин. Она придет. Она придет. Привет. Мадам? Теперь аромат получше будет.
Она пришла. Она пришла. Откройте дверь, Мими. Любимая. Не испортите мою шляпку. Что это за маскарад? Маскарад? Ну, если вам не нравится... Ну что ж, приступим. А у вас тут очень даже неплохо. Я и не думала, что у вас такой хороший вкус. Ну, разумеется. Кто это? Кто? Это мой старый друг, барон Рошас. Скажите, да. И он тут часто бывает? Как мило. Вовсе нет, но видите ли, я иногда предоставляю ему мою квартиру. Его подружки должны верить, что она его собственная. Но если это беспокоит вас, фрау Рене, я закрою его. Одну минутку, пожалуйста. Все будет исправлено в один момент. Итак, теперь... Фрау Рене, это все дело десятое. Важно то, что мы чувствуем. Наш трепет. Вы правы. Тогда приступим. Да. Отлично. Нет, нет, всему свой черед. Сперва портвейн. Конечно, фрау. Сперва портвейн, а затем уже чувства. Будьте здоровы, фрау. Это нафталин. Что это такое? Это из окна. В самом деле, кто-то пытается открыть затвор. Может быть, это просто ветер? Бред какой-то. Кто-то хочет влезть. Через окно? Ваш муж. Ради бога, Сереньи, спасите меня. Мой муж пристрелит нас. Нам нужно бежать. Вы с ума сошли? Мы не можем выбраться отсюда вместе. Мы должны спрятаться, но я не знаю куда. Скорее, туда. Может быть, там, в шкафу? Невозможно, не подойдет. Выключите же свет, идиот. Он уже здесь. Будьте здоровы. Ну-ка, вставайте. И побыстрее. Руки вверх. Не шуметь. Включите свет. Прошу прощения за беспокойство, но я надеялся найти квартиру пустой. Барон Рошас намеревался вернуться только через 3 недели. Барон Рошас, разумеется, хозяин этой квартиры. Эта квартира принадлежит барону Рошасу? А вы не знали? Или, может быть, я имею честь встретиться с коллегами? Не думаю. Мы здесь совершенно по различным причинам. Понимаю. Портвейн, печенье, конфеты, красивая фройлен, даже очень красивая фройлен. А вы друг хозяина данной квартиры, и он на время предоставил ее в ваше распоряжение. Пожалуйста, можете опустить руки. Вы не должны меня бояться. Бояться? Да кто здесь, собственно, боится?
Но если честно, вы можете себе представить, при каждом шуме вам кажется, что это муж. Sie Idiot. Вы идиот. Интересно. Фрау замужем. Не нужно волноваться. Я не шантажист. У меня другая специализация. Я пришел за Валье. В соседней комнате. Благодарю. В таком случае я не стану больше задерживать вас. Вы, конечно же, хотите остаться наедине. Фрау, было особенно приятно встретиться с вами. Прекрасный бриллиант. Это имитация. Простите, но он подлинный. Однако было бы невежливо снять его со столь прелестной ручки. Он необыкновенный. О, прошу вас, не стоит беспокоить полицию. Нет, нет, у меня не было такого намерения. Это было бы еще более неприятно для вас, чем для меня. Почему? Полиция спросит ваши имена. Разве вас совсем не заботит репутация фрау? И правда, как вы решились втянуть меня в такую ситуацию? У меня были самые лучшие намерения, это не моя вина, что явился этот взломщик. Кого вы называете взломщиком, любезный коллега? Все здесь крадут то, что хотят. Я беру Валье, а вы добродетель фрау. Причем я сделал худший выбор. Ну, не будем сравнивать. Повторяю, вы взломщик. Я ворую только имущество других. Вы же их семейное благополучие. Нет, я только принимаю то, что отдается добровольно. Ведь так, фрау? Я ворую у людей, которых я не знаю. Вы же крадете у своего лучшего друга. Ведь так, фрау? Приступайте же к делу. Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Ну надо же, невероятный парень. Вы совсем спятили? Если мы сообщим о нем, он выдаст нас. Но мы должны как-то избавиться от этого парня. Через окно. Двое полицейских. Их послал ваш муж. Спасите меня, фрау Рене, прошу вас. Я же еще так молод. Возьмите себя в руки, слабак. Герр Сереньи, здесь полиция. Немедленно откройте дверь. Герр Сереньи, откройте дверь. Герр Сереньи. Герр Сереньи, полицейский инспектор ждет снаружи. Я ему сказала, что у вас гостья, но он все равно хочет войти. Мы попались. Оставьте манию величия. Полиция ищет меня. Так вас трое. Послушай, детка, ты ответишь «да» на все, о чем я тебя спрошу, поняла? Нет. Вот 1000 франков. Теперь понимаешь? Да. Теперь я буду отвечать «да» каждый раз. Пусти полицию. Снимите этот халат. Нет. Снимайте халат. Да. Танцуйте. Ну же, танцуйте. Танцуйте сами, фрау. Больше жизни, активнее, бодрее. Войдите.
Один момент, инспектор. Позвольте нам закончить репетицию. Поторопитесь. Ach, wie herrlich ist es in Paris. Die Frauen sind so süß und dennoch ist mir mies. Jeden Abend Smoking oder Frack, so geht es Tag für Tag. Das ist nicht mein Geschmack. Aber Дайте мне сказать. Один момент, инспектор. ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahr auf den Fidschi-Insel, nach den Fidschi-Insel. Dort ist doch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Ich trage mein Feierabend mit Muscheln und geh mit der Fidschi-Puppe kuscheln. Vom Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin ein Fitsche, will ein Fitsche sein. Ich lass meine Körper schwarz bepinseln und fahr den Fidschi-Insel nach den Fidschi-Insel. Dort ist doch alles paradiesisch neu. Ach, wie mich freu, ach, wie mich freu. Ich trag mein eigenes Land mit Muscheln und geh mit der Fidschi-Puppe kuscheln. Vom Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin ein Fitsche, will ein Fitsche sein. Wie herrlich ist es in Paris. Тихо. С меня довольно. Sagen Sie mal. Мне не нравится, как вы говорите, молодой человек. Что вам здесь нужно, в конце концов, и кто вы такой? Инспектор Тьерри. Это не дает вам права запретить мне играть на пианино. Или вы хотите арестовать меня за то, что я фальшивлю? Довольно шуток. Как видите, у меня есть немного портфеля для вечеринки. Могу я представить моих друзей? Гер и фрау Дюморе. Дюморе? Sagen Sie mal, sind die А Herren они не родственники префекта полиции? ein Vetter? Кузина. Ja, die Да, Familienähnlichkeit ist семейное ja сходство, несомненно. Ja, Да, ja, aber wo да. ist denn Но где der- же der этот Mann? человек? Какой человек? Der Mann, Человек, der который hier залез durchs через Fenster окно. Ein Mann durch Человек через окно? Именно. Der Polizist Полицейский Trog Трох сообщил мне. Liebe Дорогая Frau фрау de Moreau, Дюморе, haben Sie einen Mann вы durch видели das человека, Fenster влезшего через окно? Я? Nein. Нет. Ich auch. Я тоже не видел. И я. Ja, Тогда dann прошу verzeihen Sie прощения bitte за den ошибку. Irrtum. Bitte, bitte. Да не за Ja, что. das Полиции Polizei. свойственно ошибаться. Meine Herrschaften, Не будут ли фрау и Гер так любезны передать мое почтение префекту полиции? ich bringe Sie noch hinaus. Bitte. Я провожу вас. Мы, знаете ли, уделяем этой улице особое внимание. В номере 21 на первом этаже пустует квартира. Владелец сейчас где-то в Бразилии. Могу вас заверить, что картины, которые висят там, очень ценные. Что за глупости? В номере 21 вы говорите? В самом деле, возле дома точно такой же палисадник, как тут. С газоном и... Барон, могу я вас попросить? Пожалуйста, порекомендуйте меня префекту полиции. Ну, разумеется, инспектор. Я хочу поблагодарить вас. Нет, это я должен поблагодарить вас. Я использую первую же возможность, дабы загладить этот инцидент. Барон, до свидания. До свидания, инспектор.
Ну ничего себе, а вы бойкий парень. Все эти деньги и правда мои? Ну конечно же. В самом деле? Разумеется. Мой первый взнос за автомобиль. Я куплю автомобиль. Я куплю Форд. Фрау, вам не обязательно уходить. Этот вечер еще может быть приятным. Простите, что снова прерываю вас. Но у меня еще около 2 или 3 часов работы здесь. Но теперь вы оставите меня в покое, ладно? Валье рядом. Пожалуйста, останьтесь, Рене. Не смейте обращаться ко мне по имени. Фрау Дюмон, вы бы ему еще и мой адрес дали. Видите, из-за вас она уходит. Фрау, для вас будет лучше уйти. Прошу прощения. У вас будет время, чтобы все обдумать. И тогда вы, вероятно, избежите авантюры, в которую не стоит ввязываться. Сударь, вы заходите слишком далеко. В самом деле, вы вмешиваетесь не в свое дело. Именно поэтому я могу сказать все напрямик. Я не знаю вас, фрау. Вероятно, я никогда не встречусь с вами снова. Я знаю только одно, ваш муж вам не подходит. Откуда вы знаете? Иначе вы бы здесь не оказались. Но это не причина заводить любовника, который подходит вам, и того менее. Должен просить вас на этом остановиться. Вы не тот человек, который может сделать женщину счастливой. Вы пробудете с женщиной от 3:30 до 7. Это смешно. А затем отправите ее обратно домой. Это нельзя назвать любовью. Разве похоже, что вы любите женщину, если вы отпускаете ее обратно? Что вы такое говорите? Nachmittags zu 2 und nachts allein, passt nicht zu Ihnen, gnädige Frau. Die Liebe, gnädige Frau, scheut die Gefahr nicht. Man liebt sich, gnädige Frau, ganz oder gar nicht. Eine Liebelei so nebenbei, passt nicht zu Ihnen, gnädige Frau. Passt wirklich nicht zu Ihnen, gnädige Frau. Man sagt nicht, ich habe dich lieb, aber leider nur heute. Вы, конечно же, правы, но... So dämlich ist nicht einmal ein Dieb, der behält seine Beute. Вы уж в этом разбираетесь. Die Frau, Женщина, которая только наполовину моя, я воздерживаюсь от такого рода любви. Вы так проницательны? ein Liebhaber, den das nicht stört, der ist sicher nicht richtig. Может быть. Eine Liebelei So nebenbei. passt nicht zu Ihnen, gnädige Frau. Nachmittags zu 2 Und nachts allein. passt nicht zu Ihnen, gnädige Frau. Die Liebe, Gnädige Frau, scheut die Gefahr nicht. man liebt sich. Gnädige Frau, ganz oder gar nicht. Eine Liebelei So nebenbei. passt nicht zu Ihnen, gnädige Frau. Passt wirklich nicht. Passt wirklich nicht zu Ihnen, gnädige Frau. До свидания. До свидания.
Wirklich nicht zu ihnen, gnädige Frau. Ну а теперь вы поможете мне снять вольер в соседней комнате. Почему я? Вы с ума сошли? Сперва вы высмеяли меня перед моей подругой, она не ваша девушка, и никогда ею не будет. Когда вы влезли через окно, она была уже почти моя. Я всегда прихожу вовремя. Ты пойдешь. Ты слабак. Я не пойду. Мне что, вышвырнуть тебя? Ступай. Пожалуйста, верни мой пиджак. Он мне еще пригодится. Скажу тебе прямо, я тебя не боюсь. Все прошло хорошо? Да, за исключением инспектора. Что? Ну ты же знаешь, как я решаю такие сложности. Я тебе расскажу, как это дело продвигать дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Не могу отрицать, что я нервничаю, Гортензия. 18, 19, 20. Это из-за того, что приедет этот американский производитель кукол. Что вы знаете об этом? Этот Хоткинс – наиболее влиятельный производитель игрушек в мире. 129 тысяч кукол каждый день на конвейере. Он прибыл в Париж сегодня вечером и сразу захотел встретиться со мной. Миллионы людей нуждаются в нем, но Америка нуждается в ваших гениальных идеях. Ваша музыкальная тарелка. Вы правы, он может купить у меня самые красивые вещи. Собака выглядит словно живая. Кошка, которую хочется погладить. Ребенок, говорящий 3 слова. А как же кричащий «Ура!» мужественный оловянный солдатик? Alles dreht sich, alles regt sich, alles rührt sich und bewegt sich. Alles dreht sich, alles regt sich, wie ein Mensch. Sie hat ein Uhrwerk, sie hat kein Herz. Eine Puppe, die fühlt keinen Schmerz.
О, это Герр Хоткинс. Встречайте его, Гортензия, идите. Пригласите его сей же час. И, Гортензия, будьте очень дружелюбны с Герром Хоткинсом. Герр Сереньи? Ах, боже ты мой. А я как раз ждал вас. Я стараюсь приходить в тихое, спокойное время дня. Это очень любезно с вашей стороны. Моя жена сейчас выйдет. Ваша жена? Что за милые вещицы у вас тут? Правда же? Но самое замечательное – это мое последнее изобретение. Держите. И встаньте там. Встаньте с этим там. Туда. А теперь поднимите. Выше. Еще выше. Благодарю. Если я сейчас очень тщательно прицелюсь и точно попаду в центр, то свинья упадет замертво. До свидания. Так вы будете держать эту тарелку? Да не дрожите вы так от страха. Вы слабак. Слабак? Поднимите ее. Внимание! Да не трясите ее так, а то я могу и промахнуться. Внимание! Я стреляю. Простите меня, дорогой друг. В следующий раз я буду целиться лучше. Как смешно. Мир перевернулся. Мой муж наградил вас рогами. Из-за вас моя жизнь уже вторично подверглась опасности. Подверглась опасности? Чего доброго, он и застрелить меня мог. Только что ваш муж стрелял у меня. Это действительно глупо. Я вам повторяю, что ваш муж вам не подходит. Человек, которого вы полюбите, должен быть настоящим мужчиной. Рене, я такой человек. Сразу же после того, как вы ушли, мне удалось схватить этого взломщика. Да что вы говорите? Да, я сразил его, бросил его на пол и связал. Он до сих пор там лежит. Сереньи, и вы хотите, чтобы я поверила во все это? Что? О да, я дам знать полиции, чтобы они забрали его. Но, Рене, теперь вы согласны быть моей Кармен? Пришел Герр Хоткинс. Хоткинс? Какой Хоткинс? Герр Уильям Р. Хоткинс из Нью-Йорка. Должно быть, он сбежал. Oh, my dear Mr. Hodkins, I am very. О, Герр Дюмонтье, вы вовсе не обязаны говорить со мной по-английски. Так-то лучше. Дитя мое, позволь представить тебе Герра Уильяма Р. Хоткинса из Нью-Йорка. Моя жена. Герр Сереньи, партнер моей жены по бриджу. По бриджу? По бриджу. О, пожимать руки не обязательно. Не желаете ли в первую очередь поговорить о делах? Как вы хотите, и если фрау позволит. Ну, разумеется, с большим удовольствием. Ну, тогда пойдемте. Ты уже извини нас, дитя мое. Вы будете удивлены. Я покажу вам свои последние изобретения, и среди них некоторые особо чудесные вещи. Скажите, вы тогда приехали ко мне на вашей машине во второй половине дня? Да. Да. Значит, он записал ваш номер. Остальное было совсем легко. Вот вам и результат поездки на свидание на собственном авто. Я все расскажу моему мужу. Да вы с ума сошли? Он сказал, что во второй раз он будет целиться лучше. 500 тысяч вот таких, пожалуйста. Ну, я
Я, пожалуй, пойду. До свидания. Пожалуйста, останьтесь. Я так боюсь. Желаете немного освежиться? Нет, спасибо. Стакан лимонада? Нет, спасибо. Скажите, Жан, этот гость пришел один? Да, герр Сереньи. И 500 тысяч этих, пожалуйста. Этот гость произвел на меня странное впечатление. Почему? Бога ради, в чем дело? Он дал мне 1000 франков. 1000 франков. Его тактика. А потом он спросил меня, где висит картина Валье. Его специальность. Он только Валье ворует. Что? Вор? Вор? Я должен позвонить в полицию. Вы не можете этого сделать. Может быть, он вовсе и не вор? Теперь обратите внимание. И еще 500 тысяч таких же, пожалуйста. В любом случае, мы должны уберечь Валье. Но где поставить такую огромную картину? Может, в ящик? Что за чушь? Вы должны отнести ее подальше, герр Сереньи. Что? Ах да, замечательная идея. Просто заберите ее с собой на квартиру. Конечно, но это нужно сделать быстро. Ну же, помогите мне. Быстрее. Это в самом деле восхитительно, герр де Монтье. Но у вас была очаровательная модель. Моя жена. Я куплю ее для себя. Вы можете ее взять, но сперва посмотрите, что она может делать. Will Kindchen eine Klapper? Ich will ein neues Kleid. Kommt Kindchen gern zum Papa? Ich habe keine Zeit. Erzähle, wen du gerne magst. Ich mag die jungen Herren. Und was du mir noch Nettes sagst. Ich gar nicht gern. Потрясающе. Alles dreht sich, alles regt sich, alles rührt sich und bewegt sich. Alles dreht sich, alles regt sich, wie ein Mensch. Sie hat ein Uhrwerk, sie hat kein Herz. Eine Puppe, die fühlt keinen Schmerz. Какая прелесть. Пожалуйста, 500 тысяч таких же. Герр Сереньи приносит свои извинения. Он все еще напуган твоей практикой по стрельбе. Что за слабак? Герр Дюмонтье, катастрофа. Герр Дюмонтье, пожалуйста, только не волнуйтесь. Что случилось? Алло? Эжен Дюмонтье, механические куклы, я слушаю. Что? Кто там? Бригада пожарных? Наша фабрика горит. Когда начался пожар? Спасибо, офицер. Разумеется, я сейчас же буду. Гортензия, шофер должен подъехать сразу же. Такая катастрофа. Вот неудача. Теперь мы должны отложить наш разговор до завтра. Я сожалею, но мой самолет улетает в 8. Но если фрау не будет возражать, я подожду вас здесь. Я не возражаю. Я буду сопровождать моего мужа. Как ты мог подумать, что я оставлю тебя одного посреди пожара? Но, Рене, как хозяйка дома, ты не можешь оставить нашего гостя. Я поеду с тобой. Я запрещаю тебе ехать со мной. Гортензия будет сопровождать меня. Хорошо, я останусь, но если что-то случится, это будет по твоей вине. А что может случиться? Вы боитесь, фрау? Боюсь? Нет. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Я сам позабочусь о себе. Прошу меня извинить. До свидания. Теперь, когда вы проделали такую большую работу, пожар, фальшивый пожарник по телефону, мои поздравления, уважаемый взломщик. Но вы не все продумали. Жан все еще здесь. Жан? 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 Защитите меня, Жан. Вот грабитель. Я знаю, фрау. Мы работаем вместе.
Как? Вот так. Двое мужчин против одной беспомощной женщины, и вам не стыдно? О да, мне очень стыдно, фрау. Но это невозможно. После того, как вы только что спасли картину. По моему указанию. По вашему указанию? Таким образом, герр Сереньи покинул виллу. Жан, спасите меня, Жан. Амадей, ступай в парк и свистни, если кто-то появится. Хорошо, Жак. Теперь я поняла, чего вы хотите. Вот на что устремлены ваши глаза. Пожалуйста, берите. Нет, спасибо. Я не заинтересован в этом. Но я не могу дать вам денег. Единственное, что я хочу украсть, это вас. Жан! Алло! Алло, фройлен! Ответьте! Алло! Не утруждайтесь. Провод перерезан. Не прикасайтесь ко мне. Тише, фрау. Успокойтесь. Вы сошли с ума. Нет, фрау. Я влюблен. Ich möchte gerne zärtlich zu dir sein, und du bist immer bös und stumm. Und trotzdem sprichst du zärtlich auf mich ein. Ich will dir auch sagen, warum. Kind, dein Mund ist Musik, die man nie mehr vergisst. Kind, dein Mund ist Musik, wenn er lächelnd und schweigend mich küsst. Oh, lass uns die Zeit nicht verlieren. Wir wollen noch viel musizieren. Kind, dein Mund ist Musik, die man nie mehr vergisst. Я не хочу. Отчего же? Я... Но, может быть, вы... Это любовь? Я больше ничего не скажу. А вам и не придется. Weil's wortlose Antworten gibt. Kind, dein Mund ist Musik, die man nie mehr vergisst. Ах, как это ужасно, что я полюбила вора. Что это такое? Подарок для вас. Заберите ваш подарок. Фрау Рене, от лучших ювелиров Парижа. Вы украли его. Я купил его. Оплачено честно заработанными деньгами. Фрау Рене, только выслушайте меня. Но избавьте меня от вашего браслета. Если вы не хотите принять его, то, по крайней мере, взгляните на него.
Жан Дюран, улица Блонде, 11. Что это значит? Вор раскрывает свой адрес. Только в данном случае я Жан Дюран, и вы найдете меня на улице Блонде, 11 только этой ночью между 12 и 2 часами ночи. Может быть, завтра я уже буду в Мадриде, и меня будут звать Лима. И вы верите, что я приму ваше дружеское приглашение? У вас нет времени на раздумье. Между 12 и 2. Улица Блонде, 11, в эту ночь или никогда? Никогда. Никогда я не буду любовницей взломщика. А если я попрошу вас стать моей женой? Ваше предложение мне чрезвычайно лестно, но по мне это уже слишком романтично. Гер Дюмонтье вернулся. Ради бога, вы должны уйти. Я останусь. Уходите, прошу вас, уходите. Вы придете сегодня? Нет. Гер Хоткинс ушел сразу же после вас. Он просил передать свои извинения, он вам напишет. Я приду. Ну, пожалуйста, теперь, наконец, уйдите. Быстрее, через парк, быстрее. День сегодня прямо не задался. Добрый вечер, Рене. Добрый вечер. Веришь ли или нет, но никакого пожара не было. Ну надо же. Кто-то сделал из меня первоапрельского дурака 30 сентября. Рене, а где картина? Я не знаю. Но кто украл картину? Я понятия не имею, я была здесь все время. Ах, теперь я все понял. Сереньи. Сереньи? Чтобы произвести на тебя впечатление, он решил разыграть из себя джентльмена-грабителя. Ты полагаешь, что это смешно? Тебе вместе с твоим любовником долго смеяться не придется. Любовником? Я этого не потерплю, и я тоже. Я звоню в полицию прямо сейчас. Алло? Алло? Фройлен, ответьте. Боже ты мой. Ну, прямо как в Чикаго. Откройте дверь. Именем закона открывайте. Этот взломщик еще здесь? Я правда не знаю. Ну, тогда... Вы оставайтесь здесь и присматривайте за слугой. А вы за мной. Мое сердце. Вам нехорошо? Воды. Коньяка. Да. Коньяк. Фрау. Фрау. Пожалуйста, откройте дверь. Мы должны обыскать комнату. Фрау Рене, откройте дверь. Это я, ваш спаситель. Рене, я запрещаю тебе запираться. Ну что ж, придется ломать дверь. Вот что я нашла. Браслет.
Но он мне не знаком. На нем что-то написано. Вы позволите? Жак Дюран, улица Блонде, 11. Что это значит? Улица Блонде, 11. Странно. Макс, когда придет фрау, поражающая наповал своей внешностью, блондинка, гибкая, элегантная, с голубыми глазами. Откуда вы знаете? Вы уже 3 раза мне говорили. Какие новости, Амадей? Полиция напала на наш след. Нужно садиться на самолет и отправляться в Лондон или Америку. Я остаюсь. Я хочу узнать, придет ли Рене. Пожалуйста. Я полечу один. Я не собираюсь садиться в тюрьму из-за тебя. В тюрьму. Святые небеса, где мой паспорт? Наверное, я оставил его у Дюмонтье. Да, простите. Да. По правде сказать, я уже однажды поймал этого парня. Вы поймали его? Да, на квартире моего друга. На квартире друга? Есть ли у вас свидетели? Ну, одна маленькая кокотка. Маленькая кокотка. Я обыскал весь дом. Фрау нигде нет. Ну, тогда это уже похищение. Гер Дюмонтье, я нашла еще кое-что. Бумажник Жана. Бумажник Жана? Вот это стенография. Я ничего не могу разобрать. Но я могу. Гер Сереньи, вы говорили моей жене, что хотели бы побыть ее Тореро. Тореро? Я? Вы планировали остаться с ней?
Наедине, в уединенной квартире. На улице Тур-де-Дам, номер 36. Нет, номер 37. Номер 37? Вы ищете Жака Дюрана? Да, если это еще его имя. Прошу вас. Я рад, что вы пришли, фрау Рене. Я счастлив. Так что, придет полиция? Уходи. Но я хочу только... Уйди, пожалуйста. Вы должны уехать, герр Хоткинс. Дюран. Хорошо, Дюран, но вам необходимо уехать, иначе вас арестуют. Я не боюсь. Я останусь с вами. Навсегда. Уезжайте вдвоем. Я не стану связывать свою жизнь с вором. Так вы пришли только, чтобы сказать мне это? Я пришла, чтобы предупредить вас. И это все? Нет. Есть еще кое-что. Я хочу сделать вас уважаемым человеком. Сделать меня уважаемым человеком? Демонтье пришел. Сюда, пожалуйста, последняя дверь направо. Спасибо. Пожалуйста, оставьте нас на минутку, Жан. То есть Амадей. Я хотел сказать доктор Латур. Ваш друг был столь небрежен, что забыл у меня свою записную книжку. Так вы знаете? Все, герр Дюран. Мое дорогое дитя, я должен тебя сильно разочаровать. Его действительно зовут Жак Дюран. Он драматург. И он никогда ничего не крал в своей жизни. Так вы не взломщик? Зачем же тогда вы разыграли эту комедию? Вы вынудили меня сделать это? Я? Фрау, я впервые увидел вас 3 месяца назад. Я сидел рядом с вами на корриде в Севилье. Но ваши глаза были устремлены только на Тореро. Само собой, он же был героем. А ты ведь всегда обращала внимание только на героев. Он разыграл все это ради тебя. Взломщик, ворующий картины, который похищает женщин, рандеву на негритянском балу. Тебе нужно еще больше романтики. Так вы решили посмеяться надо мной? Нет, фрау. Я был совершенно серьезен. Так ты не останешься с герром Дюраном? Нет, никогда. А ты знаешь, что с ним будет? Значит, ты любишь его? Ответь на этот вопрос.
На самом деле, он мне очень нравится. Kind, dein Mund ist Musik, die man nie mehr vergisst. Kind, dein Mund ist Musik, wenn er lächelt und mich küsst. Oh, lass uns die Zeit nicht verlieren. Wir wollen noch viel musizieren. Kind, dein Mund ist Musik, die man nie mehr vergisst. Гер Дюмонтье, поговорим по-мужски. Ich bin Ihnen Genugtuung schuldig. Я обязан дать вам удовлетворение. Я прошу у вас руки вашей жены. Es tut mir aufrichtig leid, Мне mein очень жаль, мой Verehrter, дорогой. aber Sie kommen ein Но вы wenig немного zu опоздали. spät. Aber wieso denn? Но Erlauben Sie почему, mal. позвольте узнать? Bitte. Прошу. Ist ja lächerlich. Забавно. Herr Гер Dumont, ich hätte Дюмонтье, eine Bitte могу я an вас Sie. попросить об одолжении? Wollen Sie Вы vielleicht хотите ein получить Zeugnis рекомендацию als как Kammerdiener? дворецкий? Geben Sie Пожалуйста, mir bitte верните мне мою mein записную Notizbuch книжку. wieder. Eigentlich wollte Просто ich sie хочу auch сохранить ее als в качестве сувенира. Sehen Sie, Видите ли, я ich habe записал в alles нее mitgeschrieben, все, что was было in Ihrem сказано Hause в вашем gesprochen worden доме. ist, und daraus И mache теперь ich jetzt ein напишу Theaterstück. на этом материале Einbrecher. пьесу «Взломщик», музыкальная комедия на тему брака. Spiele ich darin Надеюсь, auch моя keine роль не allzu будет слишком komische смешной. Rolle? Beruhigen Будьте Sie. уверены, комическую роль сыграю я. sich.